А сейчас они и Ануля будут пробовать тортик. На, Ануль. А это для Ани. Торт получился нежный, карамельный. А ну, пусть откиш. Добрый день! Сегодня мы с дочками готовим торт «Золотой ключик». Торт состоит из простых ингредиентов. Нам понадобится яйца, сахар, мука, вареная сгущенка, ванильный сахар, разрыхлитель и подсолнечное масло растительное. Торт состоит из двух коржей, темного и светлого. Для начала мы будем готовить светлый коржик. Прежде чем приступить к приготовлению коржа, я разогреваю духовку. Я включаю на режим вверх-вниз 180 градусов, и духовка будет греться. Всего нам понадобится 6 яиц. 3 яйца для светлого коржа и 3 яйца для темного коржа. Теперь мы взбиваем 3 яйца, 100 грамм сахара, чайная ложка ванильного сахара. Взбиваем до бела. Взбили мы яйца с сахаром до такого состояния. Теперь мы сюда добавляем растительное масло. Сегодня я буду использовать кукурузное. Можно использовать подсолнечное, но самое главное, чтобы масло было без запаха. 2 столовые ложки масла. Следующее мы добавляем сюда 2 столовые ложки вареной сгущенки. Сгущенка должна быть хорошего качества, чтобы она не была крупинками такими. И это взбиваем. Вот такая у нас карамельная масса получилась. Теперь мы сюда добавляем 130 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. Просеиваем через сито. Чтобы удобно было просеивать, я сняла венчик. И теперь вот так просеиваем. Теперь мы собираем муку со стенок, чтобы хорошо все ингредиенты соединились. Наш первый корж уже готов, чтобы мы отправили в духовку. Размер противней получается 45 на 35 сантиметров. Если у вас будет меньше размером, значит коржи будут выше подниматься вот так. Консистенция теста как густая сметана. Теперь мы берем вот так, размазываем по противню. Эти крупинки вареной сгущенки дадут такую как тягучесть нашим коржам. Вот так у нас получилось. Теперь мы отправляем в духовку
на 180 градусов, режим вверх-вниз, где-то на 10-12 минут. Пока выпекается светлый корж, мы приготовим корж с какао. Взбиваем 3 яйца и 100 грамм сахара. Чайная ложка ванильного сахара. Теперь взбиваем до бела. Светлый корж уже у нас готов. Он получается такой румяный. Все пропеклось. Теперь перекладываем корж, чтобы он остыл. Снимаем пергаментную бумагу. Теперь мы добавляем так же, как и для светлого коржа, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки вареной сгущенки и взбиваем. Такая у нас карамельная масса получилась. Теперь мы сюда добавляем муку, какао и разрыхлитель. Просеиваем через сито. У нас здесь 120 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя и 1,5 столовые ложки какао. Какао берите темную, чтобы коржи были тоже красивого шоколадного цвета. Мы перемешиваем в стакане. Теперь вот так просеиваем. Так со стенок собираем муку, чтобы не было недомеса. Шоколадный корж тоже уже приготовился. Так, теперь мы отправляем на противень. Если у вас тесто получилось гуще, чем у меня, можно добавить столовую ложку кипятка. Теперь распределяем. Все равномерно распределили и отправляем в духовку так же само на 10-12 минут. Пока у нас печется шоколадный корж, мы приготовим крем. Для крема нам понадобится 180 грамм сливочного масла. Все ингредиенты нужно брать комнатной температуры. Сливочное масло хорошо взбиваем до бела. Когда масло так взбилось, мы теперь добавляем сюда 1 банку вареной сгущенки. Так, включаем, чтобы взбивалось масло со сгущенкой. Мне кажется, уже корж наш готов. Да, такой аромат шоколадный, карамельно-шоколадный аромат дома у нас. Сейчас мы проверяем.
Все. И шоколадный корж тоже готов. Так, тут взбивается. Мы сюда добавляем 2 чайные ложки ванильного сахара. Теперь, когда соединились масло со сгущенкой, мы добавляем сюда 1 столовую ложку с горкой какао и 1 столовую ложку сметаны 20%. И опять хорошенько взбиваем. Все, крем у нас готов. Шоколадный карамельный крем. Теперь отправляем сюда шоколадный корж, чтобы он остыл. Снимаем пергаментную бумагу. Для украшения торта нам понадобится несколько грецких орехов. Вот так вот режем вдоль. Так красивее будет смотреться на торте. Еще я взяла миндальные лепестки. Тоже будем украшать. Теперь мы собираем наш торт. У нас то получился вот такой крем. Распределяем. Крем делим на 2 части и распределяем сначала по белому коржу, а потом сверху на шоколадный. Распределили крем. Теперь мы сверху кладем шоколадный корж. Корж кладем вот таким образом. Теперь распределяем крем сверху. Все. Они кто пидиут они? Мак там кисы. Туан ликини сукну. Равномерно распределяем. А теперь мы украшаем наш торт. Вот так распределяем миндальные лепестки. Они нокнума. И чередуем с грецким орехом. Примохчика сукнуми с мамой. Вот так. Теперь, когда мы орешками украсили, мы берем какао и вот так распределяем по торту. Это придает такой более шоколадный аромат, вкус и красоту. Все, мы украсили. Стацума. Априс. Эрика? Все.
наш торт готов. Теперь мы будем резать на кусочки. Краюшки я всегда снимаю. Для начала режем на такие полоски. А теперь на такие ромбики. А сейчас Ани и Ануля будут пробовать тортик. На, Ануль. А это для Ани. Торт получился нежный, карамельный. Ану, перестянки. Мама? Вот такой у нас получился тортик. Вкусный, нежный и воздушный. Мама.